Всем привет! Сегодня вас ждет семейный баттл. Домашнее против ГОСТа. Опыт против новизны. Торопливость против размеренности. Таня или Андрей? Кто победит, решает сын Ваня. Скоро узнаем ответ на вечный родительский вопрос. Кого ты любишь больше? Папу или маму? Итак, сегодня готовим хот-дог от А до Я. И начинаем с Андрея. Для приготовления булочек для хот-догов нам понадобится простой набор продуктов. 370 грамм просеянной муки, 1 чайная ложка соли, 4 грамма сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахара и все перемешиваем. Далее добавляем 200 мл молока, и 1 яйцо, а в завершении 1,5 столовой ложки подсолнечного масла. Замешиваю. Накрываю. И убираю в теплое место на час. Смазываю поверхность маслом и замешиваю мягкое тесто. Делю его на части. Пусть будет 4 булочки, но какие? Сначала тесто подкручиваю вовнутрь, а затем раскатываю подлиннее. Ого, размер. Это уже настоящие батоны. Да нормальные большие булочки, чё ты? А давай в следующий раз снимем баттл с десертами. Я тогда точно выиграю. Смотри, больше полугода назад я нашла отличный канал Paulin Cake. Полина Филимонова – настоящий профессионал, кондитер и основатель самой большой школы в Европе. Как тебе цифра 40 тысяч? Это ученики, которые прошли через ее онлайн-обучение. На ее бесплатном мастер-классе ты научишься готовить более 35 видов десертов. Дойдешь до такого уровня, что сможешь даже печь на заказ и потом зарабатывать на этом. Мне очень нравится такая перспектива. А вот некоторые работы ее учеников. Десерты получаются с первого раза, даже у тех, кто ни разу не подходил к духовке. Все это благодаря более чем 7-летнему опыту Полины. Поэтому рекомендую записаться на ее мастер-класс прямо сейчас. Кстати, ссылку на мастер-классы Полины оставляю и для вас в описании к этому видео. Пишите в комментариях, что хотите видеть в баттлах в следующий раз, десерты или мясо. Накрыв булочки, оставляю их подходить еще на час. Ставлю булки в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов, пока они зарумянятся. Готовые булки смазываю сливочным маслом. А теперь переходим к колбасе. Беру кило баранины и 300 грамм жира. Рублю все ножами. Фарш приправляю солью, 1 столовая ложка без горки. На рынке мне собрали смесь приправ. Беру 1 столовую ложку. Все смешиваю. Наполняю фаршем натуральную оболочку. А теперь разделяю ниткой на части, учитывая размер моей булки. Буду готовить ее на барбекю. Сначала высыпаем раскаленные угли. Затем выкладываю на решетку колбасу. 5 минут подсушиваю кожицу на большом огне. Затем перекладываю в сторону, где поменьше жара. Готовлю еще 15 минут до внутренней температуры 65 градусов. И смазываю соусом барбекю. Подсушиваю колбасу еще 10 минут и снимаю. Сейчас посмотрим, с какими рецептами Таня хочет меня победить. Который раз уже. Наивная. Учитывая свой предыдущий провал,
Не хочу больше проигрывать. В этот раз делаю уже не хлебные булочки, а более сдобные. Грею 250 грамм молока и с помощью кулинарного термометра контролирую температуру. Надо 35 градусов, но не больше 40. Далее добавляю совсем немного сахара и 20 грамм прессованных дрожжей. Перемешиваю венчиком и жду минут 10, чтобы начали работать дрожжи. А тем временем просеиваю 625 граммов муки, один за другим добавляю 3 яйца, 60 грамм сахара и дрожжевую массу. Соединяю ингредиенты и отправляю на расстойку на час. В хорошо поднявшееся тесто кладу 10 грамм соли. Добавив 50 грамм сливочного масла комнатной температуры, перемешиваю еще раз и отправляю на час в теплое место. Теперь делю тесто на части по 90 грамм. Каждый кусочек приплюскиваю в овал, а затем сворачиваю края к центру и защипываю. Кладу булочки швом вниз на противень с пергаментом, блокирую доступ воздуха с помощью пищевой пленки и жду, пока они увеличатся. Через час готовлю смесь желтка и молока и смазываю тесто. Пока я счастлива, мои булочки выглядят симпатичнее, чем у Андрея. Выпекаю в духовке 20 минут при температуре 160 градусов. А затем приступаю к сосискам, как из магазина, чуть ли не по ГОСТу. Беру килограмм куриного мяса и 200 грамм жира. Андрей дал мне часть бараньего, а вы можете взять просто куриную кожу. Это чистый жир. Я беру всего 20% жира, а в магазинных сосисках это 40% и более. Поэтому они такие сочные, вкусные и жирные. Пропускаю все через мясорубку и замораживаю в зип-пакетах до -5. На весах взвешиваю 1300 мг белого перца и по 0,8 грамм душистого перца и мускатного ореха. 10 грамм нитритной соли, мы ее нашли на центральном рынке. И 10 грамм обычной соли. Еще потребуется 5 грамм цитрата натрия. В ступке дроблю специи и раскрываю их аромат. Далее пропускаю весь подмороженный фарш через блендер. Охлаждаю льдом воду и отмеряю 250 мл. В большой миске соединяю фарш, ледяную воду, специи и нитритную соль. Она защищает от ботулизма, придает розовый цвет сосискам и вкус ветчинности. Далее идет обычная соль и цитрат натрия. Его мы нашли в интернет-магазине. Именно он придает сосискам однородную консистенцию. Пропускаю еще раз все через блендер и постоянно наблюдаю за температурой. Она не должна быть выше 12 градусов, иначе будет брак. Смотрите, какая получается отличная эмульсия на выходе. Теперь набиваю фаршем натуральную оболочку.
пока все идет замечательно. Хотя нет, я забыла добавить в фарш 2 грамма сахара. Хоть бы это не повлияло на мой выигрыш. Далее сосиски фиксирую нитью. Затем надо пройти еще 3 этапа тепловой обработки, обсушка, копчение и варка. Сосиски обсушиваю в барбекюшнице с той стороны, где нет углей, при температуре 60 градусов снаружи и до 45 градусов внутри. На это ушло у меня 10 минут. После этого копчу при температуре 80 градусов снаружи и до 60 внутри. Готовлю еще 15 минут до коричневой корочки. Завершаю варкой в духовке, налив на противень кипяток. Готовлю при температуре 80 градусов снаружи и до 72 внутри. Осталось приготовить карамелизированный лук. Беру одну среднюю луковицу, это 150 грамм, мелко нарезаю. Добавляю четверть чайной ложки соли и пол столовой ложки сахара. Чтобы ушла вся горечь, даю постоять 5 минут. После добавляю 3 столовые ложки муки и обжариваю на подсолнечном масле до золотистого цвета. Лук такой вкусный, что может стать отдельным блюдом. Скоро будет Ваня, поэтому спешим с Андреем поджарить булочки на барбекю. А теперь сборка хот-дога. Нарезаю булку. Внутрь кладу кусочки копченого сыра, 1 столовую ложку квашеной капусты и куриную нежную сосиску. Теперь немного лука. Его стоит нарезать перед самой подачей, чтобы не было неприятной горечи. Отрезаем 3-4 колечка соленого огурца. Щедро посыпаем карамелизированным луком. Сдабриваем американской сладкой горчицей. И кетчупом. Как думаете, у меня есть шанс на победу? Как же я волнуюсь! Разрезаю булку. Далее кладу салат, сухую колбасу, красный лук, твердый сыр, поливаю кетчупом и горчицей. Все, готов, красавчик. Поехали! Ваня приехал, скоро узнаем, кого он любит больше. Ну, честно говоря, на вкус почти одно и то же. Тут квашеная капуста, а здесь маринованный лук. Давайте определим теперь по сосиске. Вот эта сосиска на вкус как домашняя колбаса, а вот это как супер хорошая, дорогая магазинная сосиска. Мне это больше нравится. Какой прекрасный день. Наконец-то я выиграла. И я счастлива. Меня сын больше любит. Не факт. Вот наберем 50 тысяч лайков, и тогда по-новому узнаем, кого дети больше любят. Ого, 50 тысяч. Теперь меня надо мотивировать лайками.
Ставьте лайки Андрею, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что нам стоит приготовить для вас в следующий раз. И, конечно, рекомендуйте понравившиеся видео друзьям, знакомым в соцсетях. У меня лучше. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!